Добрый день, дорогие девы! Добро пожаловать на мой канал. И в этом видео я расскажу ваш гороскоп на осень 2025 года. Ну что, дорогие, готовы? Присаживайтесь поудобнее, будем планировать с вами осень. Ведь астрономическая осень началась у нас 22 сентября, закончится 21 декабря. И нас с вами ждут поистине три интересных лунных цикла. Энергия будет и наши силы идти по нарастающей, поэтому приготовьтесь, что каждый месяц он будет разным. Это не говорит о том, что что-то будет там плохое. Эта осень вообще говорит о том, что нам нужно приложить усилия для того, чтобы ускориться. Если вы обратили внимание на название этого видео, это новый уровень. И на самом-то деле, если мы поднимемся над своими страхами и переживаниями, то мы возьмем этот самый новый уровень, свою новую планку, новые цели, кому-то достижения, кому-то романтики. И здесь нет хороших и плохих, здесь есть то, что каждый выбирает для себя в данный момент времени. Ну что, ребят, готовы? Это гороскоп подекадный. Вы можете его смотреть как по Солнцу, так и по асценденту. И да, я сначала буду рассказывать, как из аспектов складываться будут определенные события и как эти аспекты будут влиять на каждую отдельную декаду. Декады у нас три, поэтому что как-то работает с первой декады, совершенно по-другому работает с третьей или со второй декады. Поэтому здесь, дорогие, понимайте, что если я по-разному выдаю информацию, это не говорит о том, что я какую-то декаду не люблю. Просто аспекты дотягиваются сейчас вот так. Ну что, если вы смотрите по Солнцу, то девы первой декады – это все те, кто родились в августе, девы второй декады – все те, кто родился с 1 по 10 сентября, и девы третьей декады по Солнцу, если вы родились с 11 сентября и до знака зодиака Весы. Если вы смотрите по асценденту, ребят, делите 30 градусов знака Девы на 3 равных отрезка. Так вот, если значок вашего асцендента попадает с 1 по 10 градус, значит вы первой декады Дева по асценденту. Если с 11 по 20 градус, это вторая декада. Если с 21 по 30 градус, тогда по асценденту вы Дева третьей декады. Ну и что, ребята, быстро рассказала. Идем вперед. У нас с вами начался почти уже вот октябрь, можно сказать, да. Как прошел ваш коридор затмений, в частности, для дев третьей декады это было такое подведение итогов, это были свои какие-то измененные взгляды на жизнь, измененное мнение. Это не есть плохо. Мы вообще всегда, когда растем, мы понимаем, что нам что-то в этой жизни хочется, чего у нас нет, нам приходится так или иначе менять план. Да, и вот как раз-таки у нас вот прямо сейчас на небе и первую неделю октября у нас Меркурий, единственный управитель Дев, как раз-таки находится в квадратуре с Юпитером. То есть это когда у нас обстоятельства в нашей жизни случаются, заставляющие нас посмотреть на противоположную точку зрения, мнение, которое от нашего отличается, совершенно другой взгляд для того, чтобы разобраться в какой-то ситуации. Меркурий в квадратуре с Юпитером первую неделю октября будет влиять на всех дев и первой, и второй, и третьей декады, потому что здесь действие по управителю. О чем будут споры, о чем будут разногласия, о чем будут вопросики, да. Вообще у нас сейчас Юпитер до декабря находится в потрясающем трине с Лилит. Лилит сейчас находится в третьей декаде Скорпиона и делает хоть и благоприятный аспект, но девам третьей декады, да. То есть, когда еще Юпитер у нас делает квадратуру к Меркурию, к управителю Дев, то здесь, конечно же, через самоопределение, через движение в социуме, в обществе, то есть люди, с которыми мы общаемся, коммуницируем, достигаем успеха, работаем, строим свой социальный статус, а Юпитер у нас еще в раке, да, то есть если у нас еще есть семья, если у нас еще есть близкие, то тогда эта история ложится, знаете, каким образом, когда мы хотим расти, когда мы хотим что-то в этой жизни своей изменить, но у нас не получается не поругаться с близкими, да,
То есть такая конфронтация, в которой мы всегда вроде поучаствовать и хотим, но толку мало несет. То есть нам всегда кажется, что нас специально задирают для того, чтобы поругаться с нами. Нет, ребят, на самом-то деле рядом люди, которые нажимают как раз-таки на те самые кнопочки, чтобы мы наконец-таки пошли вперед, да, потому что разобравшись в своих страхах, переживаниях, потому что Лилит до 20 декабря будет идти по знаку Скорпиона и будет делать благоприятный аспект к девам третьей декады. А с 20 декабря Лилит перейдет в знак Стрельца и будет делать квадратуру девам первой декады с начала зимой 2026 года, весной 2026 года девам второй декады и летом 2026 года девам третьей декады. То есть вот такой цикл. И квадратура Лилит к Солнцу – это всегда проверка наша. А когда Лилит в Стрельце – это прям такая проверка гордыни, проверка на нас самих же нашим успехом, когда у нас что-то начинает получаться, но у нас такая корона начинает появляться, понимаете, это туда дальше. А сейчас, конечно же, если мы разбираемся в своих страхах, потому что Лилит пока в Скорпионе, и вот если мы такие чрезмерные максималисты, но при этом мы таки четко понимаем, что же мы хотим, как мы хотим развиваться, и при этом у нас сейчас по знаку Девы идет южный кармический узел по второй декаде и Венера. То есть, ребят, здесь особенно это актуальная история для как раз-таки дев второй декады и для дев третьей декады через Лилит. Когда мы в прямом таки смысле разбираемся со своими тратами. Все то, что нас вроде как мы не замечаем. Там потратили деньги, там потратили. И в итоге получается, что мы себя, все свои силы распыляем. Поэтому здесь очень хороша первая и вторая неделя как раз-таки октября – это пересмотр всех своих трат, удев второй и третьей декады, отказаться от ненужного. То есть это такой очень важный и интересный стимул будет, потому что недели далее, вторая неделя октября, с 7 да, у нас Венера становится в оппозицию с Сатурном в знаке Девы, да, и в оппозиции с Нептуном. То есть это наше подведение итогов с финансами будет способствовать нас к построению долгосрочных целей. Это очень такая нормальная история, очень хорошая история вложений для того, чтобы настроить себя, зарабатывать больше, таки четко понять, что мы тратим вообще не туда. Здесь, конечно же, можно впасть в депрессивное состояние, потому что Венера еще и в оппозиции с Нептуном, это различные иллюзии, где-то себя вот как-то романтизм такой некий включить, не видеть такие четкие приземленные результаты. Это касается дев второй и третьей декады. Здесь, ребята, будьте реалистичными, да, потому что чем честнее себе ответите на вопрос по поводу трат, по поводу своей работы, нравится она или не нравится, тем интереснее будет эта история. И да, сейчас скажете, девы первой декады, Жень, почему про нас не говоришь? Дорогие мои, про дев первой декады скажу такую историю. Ну, пока влияет только через управителя, да, Меркурий в квадратуре с Юпитером. Первая неделя, то есть постарайтесь не испортить себе репутацию. Здесь же еще что? Здесь еще у нас Уран влияет на дев первой декады, особенно девы, кто родился близко льва. То есть это 25 число августа, да, это там 23 число августа, 24, естественно, тоже. Вот эти числа, здесь, конечно же, очень сильное влияние Урана, ощущение, будто в жизни все резко меняется, нас об этом не просят, и нам это вообще совершенно не нравится. Естественно, на этом фоне, конечно же, могут быть споры, скандалы, интриги. Не доводите до расследований, могут быть юридические разбирательства. Будьте аккуратными в этом, особенно если вы понимаете, что вам это ни к чему, девы первой декады, да. Спокойненько идите дальше, потому что следующее событие для всех дев, говорю, что у нас 6 октября, дорогие мои, полнолуние. Полнолуние у нас в Овне. Очень такое, хочу сказать, таки мощное, там 6-7 октября, все в зависимости от
полушария, в котором вы живете. Полнолуние в Овне активное, яркое, интересное, очень способствует построению долгосрочных целей. Как раз-таки это событие удев третьей декады, да. Если разберетесь своими страхами, если все-таки себе скажете, что вы достойны, что вы хотите большего в своей жизни, это финансовая стабильность, это масштаб вашей личности, потому что здесь Венера идет по Деве в потрясающих аспектах и с Лилит, и с Юпитером. А это расширение благосостояния, покупка недвижимости, решение своих вопросов финансовых с помощью, ну, то есть закрытие своих каких-то вопросов улучшением жилищных условий, вот так, да, то есть и здесь расширение своей деятельности, социального статуса, в том числе здесь улучшить свои знания 100% тоже получится. Это очень хороший такой момент, хочу я вам сказать, да. Но про знания еще больше у нас в ноябре. Очень такой тоже месяц у нас нестандартный. И да, удев первой декады, ребята, будьте аккуратны, но при всем при этом, если уметь договариваться, идти в какие-то новые проекты, не стоять, не рыдать, не страдать, что вот так у меня жизнь резко заставляет менять планы, увольняться, переезжать, потому что переехать получится на фоне изменения работы, смены места жительства тоже получится быстро и резко. И просто нужно вот это понимать, понимаете, я о чем говорю? То есть это нужно осознавать, что эти перемены-то, они в принципе-то не новости, да, поэтому здесь вот такая история для дев первой декады, закалять немножечко ваш характер Уран, который пока в Близнецах он до 8 ноября, потом откатится в знак Тельца и уже на дев первой декады в квадратуре влиять не будет, потому что когда квадратура, это напряженный аспект считается, и то есть очень быстрая смена обстоятельств, очень быстрая смена событий. А Уран еще у нас в конфигурации с Юпитером, с Лилит, с Плутоном, с Сатурном, с Нептуном. Если вы, дорогие, меня смотрели летом 2025 года, я говорила, что с 22 июля у нас на небе включается вот такая большая мощная конфигурация для заработка денег. И да, у каждого будет отыгрываться вот этот финансовый поток, потому что он таки в октябре уже начинает работать. Следующее событие на финансовый поток, на движение вперед у нас 14 октября выходит из ретроградного движения Плутон. И да, здесь в том числе вот эту неделю плюс-минус 3 денечка с каждой стороны на эту дату накидываете, и это тот момент, когда могут остановиться сделки. А сделки, между прочим, это будут истории удев первой декады. То есть подписывайте договора очень сложные, очень интересные, выгрызайте свой кусок пирога. Не спорьте, не конфликтуйте, но показывать зубы можно, ваши компетенции показывать нужно. Опять же говорю, да, все, что случается, это к лучшему, да. Уран это история для дев первой декады на ближайшие 2-3 года. История для того, чтобы поменять свою жизнь, отправиться в новое развитие, построить вокруг себя новые цели движения вперед. Либо же это будут старые цели, но новые способы достижения, понимаете, я о чем? И если вы владеете такими знаниями, математические, инженерные, IT. То есть это сложные знания, техническое все, да, астрологические знания в том числе, поэтому слушайте гороскопы, вам будет только в плюс. Ну, как минимум, они вас будут успокаивать и давать вот этот вектор движения вперед, да, то есть это тоже своего рода такая история. Но вообще, если вы считаете себя, а дева это знак зодиака вообще по солнцу, да, который стремится, конечно, если все правильно функционирует, да, у человека, то который стремится к развитию, к тому, чтобы его навыки и таланты были замечены. То есть это очень умные люди, как правило, да, но почему-то в силу других показателей натальной карты у кого-то не дошло дело, да, для раскрытия своих навыков, талантов. Очень много умных людей, людей способных, кто может с любой техники собрать нечто грандиозное, да, поэтому здесь, дорогие девы, первой декады на ближайшие 2 года Уран будет работать, конечно же, с вашей декадой, будет резко что меняться, поэтому все непризнанные гении подавайте, отправляйте свое резюме, ходите на собеседование, разговаривайте с умными, сильными людьми. Вторая неделя октября
уж точно про это для дев первой декады. У дев второй и третьей декады, ребята, здесь долгосрочные у вас планы, перспективы, социальный статус, стабильное достижение цели, построение, покупка недвижимости, в том числе, да, нужно ли вам это или нет. У дев третьей декады это еще и переезд, иммиграция, расширение семьи, финансов, пополнение семейства, в том числе выход замуж, брачные отношения, женитьба у мужчин. То есть здесь на самом-то деле очень много. Сложность всех этих аспектов, ребят, заключается, знаете, в чем? Сложность этих аспектов заключается, что их много. То есть, если вы смотрели летом мой гороскоп, то вы помните, что я говорила, что у нас всю осень будут большие конфигурации на небе. При всем при этом я говорю, рассказываю про напряжение, но среди этого напряжения окутывает просто весь зодиакальный круг благоприятные аспекты. То есть это когда как карточный домик начинает складываться. То есть начинаешь действовать и сразу и люди находятся, и события, и подстраиваются. Там кто-то увольняется, вы занимаете его место. Или вы давно мечтали в командировку поехать по нужному направлению, тоже да. То есть и столько этих моментов, вы сидите в осознании, что вы хотите наконец-таки, вот уже холостяцкая жизнь надоела, и хочется идти развиваться в семье. И это нормально, понимаете? Будете мне рассказывать, что жизнь стала резко как кино, и я во все эти истории поверю, потому что реально, когда у нас вот столько много событий на небе, то есть конфигурации события складываются сразу. Сложность здесь заключается в том, чтобы не нервничать, чтобы уметь выдержать эти события. Но я вам реально говорю, девы, и первой, и второй, и третьей декады, мы совсем справимся, потому что благоприятных аспектов их очень много. Здесь главное, конечно же, держать себя в руках. И я опять же повторюсь, вот здесь берем, пишем в свои книжечки, в ежедневнике, в блокнотике, в планере свои планы, свои цели, чего же вам хочется. И на обратной стороне пишем все свои страхи. А что если? А что если не получится? Что будет? Меня не полюбят, меня разлюбят, меня бросят, я останусь одиноким, без денег я никому не нужен, без вот своего такого шарма я тоже там никого... Все что угодно, понимаете? Можно говорить, что наши страхи это такая история, то есть рассказать какому-нибудь нашему другу, да, там чего мы боимся, например, друг может посмеяться. Почему? Потому что у друга другие страхи, о которых он тоже не хочет говорить, да. Здесь нет хороших и плохих, здесь история того, что наши страхи специально спрятаны у нас где-то так далеко, чтобы мы вот до них вообще не доходили, потому что спокойнее без них, да. Но эту осень нам всем будет казаться, и девам и первой, и второй, и третьей декады, что нас словно проверяют на бесстрашие. Почему? Потому что, ну вот у нас следующий лунный цикл начинается, вот весь октябрь, он такой, знаете, простой, казалось бы, при всем при этом, что я озвучила, да, и ретроградный Плутон заканчивает свое движение, он разворачивается, становится прям-таки понятным, идет, мы все идем с вами к началу нового лунного цикла, он у нас начинается 21 октября, естественно, за день до этого у нас на небе складывается такая мощная оппозиция, да, мощная оппозиция Юпитера с Плутоном. Оппозиция – это напряженный аспект. Многие астрологи любят говорить про тригон Юпитера с Плутоном. Это аспект миллионеров, аспект миллиардеров. Почему не любят говорить про напряженный аспект? У дев спокойненько я могу про это рассказать, ну, потому что девы пахари в основной своей массе по жизни, земной знак, да, поэтому сложную информацию воспринимаете вполне адекватно. И здесь история того, что на напряженных аспектах нужно напрячься. Вот все просто, понимаете, нужно приложить больше сил, тогда не будет убытков, тогда приход денег будет больше. И у нас вот это как раз-таки оппозиция, она у нас такая репетиционная, с 20 октября по 25 ноября. Она далекая. А точно ее оппозиция будет в июне и в июле 2026 года. И влиять эта оппозиция будет просто потрясающе, надев третьей декады, дорогие. Поэтому здесь, конечно же, если я забегу сейчас вперед, посмотрю, где там находится ваш управитель,
и управитель. И, естественно, Меркурий там рядом ходит, Меркурий там рядом ходит, и эта история как раз-таки очень, очень хорошо работает, да. Ну, то есть здесь в прямом таки смысле там у нас еще под этот аспект будет ретроградный Меркурий, где вот это вот все работает через Сатурна. То есть не скажу, что по легкой к нам это все придет, понимаете? Здесь нужно применять свои знания, которые есть у вас в жизни, компетенции, свои навыки, как девы в прямом смысле прокачивать, не бояться, не стесняться, а что подумают о вас, да. Вот вы такой человек, вообще знак Дева по Солнцу, кармические задачи такие достаточно очень сильные, достаточно мощные, да, то есть вы не просто так пришли Девой в свой род, в свою семью, потому что у вас есть те таланты и качества у вашей семьи, у ваших предков, которые многие не реализовали. И вот сейчас вы здесь, можно таки сказать, пришли в эту жизнь для того, чтобы, да, показать себя. Да, показать себя, какие вы классные, какие вы интересные, насколько вы разносторонние, сколько вы можете, ваши компетенции. И здесь по праву нечего бояться. Поэтому здесь, дорогие девы, хочу сказать, что вот октябрь такой репетиционный, начало его такой репетиционный. Сейчас начинается такой сложный октябрь с 21 числа. И чего уж говорить, с 21 числа у нас новолуние в весах. Весь месяц от нас просит договариваться. При всем при этом здесь очень много гармоничных аспектов. При всем при этом, если мы замахиваемся на большие цели, планы и проекты, то это, естественно, приобретение недвижимости, покупка ее, покупка автомобилей, в том числе у дев первой декады, недвижимость у дев третьей декады, у дев второй декады. У вас, дорогие мои, до середины января 2026 года кармические узлы как раз-таки будут идти по оси Рыбы-Девы по второй декаде. Так вот, южный узел, как раз когда проходит солнышко в соединении, да, у каждой девы второй декады будет спрашивать как раз-таки, от чего же вы готовы отказаться, чтобы пойти дальше. И здесь, конечно, я вам, ребята, говорю, самый благоприятный ответ, потому что вот эта вот ось кармических узлов, она находится как раз-таки вот во всем том добре, который у нас собирается в знаке Скорпиона. Это Лилит, это Меркурий, это Марс. И вот 21 октября у нас как раз-таки на небе вот такая история, когда нужно пересмотреть свои действия для дев второй декады, да, пересмотреть свои знания, навыки, компетенции, написать свое резюме, начать разговаривать в любовных, партнерских отношениях, да. То есть здесь история такая, знаете, если вы переборете свои страхи, ну как переборете, да, там кто-то говорит, можно их проработать, или я уже все проработал с психологом, или там просто сам все это проработал. Это все прекрасно. Но когда мы берем новый уровень, наши страхи, как оказывается, никуда не деваются. Поэтому проработав где-то там давным-давно, когда вам это было особо не нужно, это одна история. Но каждый раз поднимаясь вверх, когда вы берете новые цели, наши страхи снова активируются. И опять все по новой, все то же самое, только чем интереснее цель, тем сильнее страшно. И это, мои дорогие, абсолютно нормально. Поэтому, если кто-то вам будет говорить, ну почему тебе вот так страшно, взял бы уже давно и сделал, ты же вот это вот специалист в этом во всем. Ну, к этому нужно подойти. Так вот, следующий лунный цикл, который у нас будет с 21 октября, он как раз-таки для того, чтобы мы подошли и сделали. И если мы не будем тормозить, то мы будем идти вперед. Если мы не будем бездействовать, это девы первой декады, внедрять нечто новое, пробовать, экспериментировать, переключаться на новые задачи, да, или же просто находить новые способы достижения старых целей, это тоже нормально, да, в работе я имею в виду, тогда будет идти хорошо, понимаете? И да, новый лунный цикл начинается 21 октября, заканчивается 20 ноября, и там еще сильнее новый лунный цикл, он у нас будет в Скорпионе начинаться. Но пока мы в октябре. 22 октября у нас в ретроградном движении Нептун возвращается в третью декаду Рыб, а значит, будет делать оппозицию к девам третьей декады. Но, дорогие, сразу,
убирайте все свои деструктивные мысли, иллюзии, депрессивное состояние, самобичевание, вот этот вот режим жертвы, когда мы думаем, что у нас не получится, мы недостойны. Но здесь, во-первых, Сатурн, который говорит Девы третьей декады, что вы вообще очень даже достойны и на новую ответственность, и на новую должность, и на улучшение качества жизни в том числе. Поэтому здесь, дорогие мои, давайте дерзайте, да. То есть, если вы решили переехать, пусть это будет из неблагоприятного района города в благоприятный, это тоже хорошо. Если это будет из одной страны в другую, это тоже хорошо. И здесь как раз-таки открывается вот такое большое окно на всю зиму, можно так это сказать, да, потому что Нептун заканчивает свое ретроградное движение 11 декабря, и в феврале 2026 года он вернется в знак Овна. То есть и больше в рыбах не будет оказывать оппозицию девам третьей декады. Понимаете, о чем говорю? Поэтому здесь, если есть у вас цель иммиграция, то это вот окно, которое складывается как раз-таки с конца октября и до февраля. То есть если вы решаетесь, то делайте. И да, идем дальше. У нас с 23 октября включается на небе очень интересная ситуация, которая заставляет, пожалуй, нас всех принимать жизнь такой, какая она есть, какой неординарной она может быть и будет складываться. У нас на небе с 23 октября на целый месяц, даже больше, складывается аспект Уран в оппозиции с Лилит. И там вместе с Лилит в соединении Меркурий, управитель единственный дев. Там Марс, Луна. Это 23 октября начинает все это добро складываться. То есть Уран во всех этих аспектах, когда Уран в оппозиции с Лилит, это наши страхи, которые ведут к паническим атакам каким-то, да, когда мы не можем контролировать свое будущее. Ну, то есть нам становится просто страшно за свое будущее. Это история, которая может разрушать, если же здесь как вот справиться с этим? Это же вот будущее, но мы еще не там. Нужно вернуть себя вот в этот момент мысленно, да, что мы сейчас решаем, каким будет наше будущее. И если мы бездействуем, ничего не делаем, нервничаем, распыляемся, то, естественно, никаких верных результатов мы не получим где-то там. Понимаете, о чем я говорю? И да, здесь, конечно же, страх показать себя как специалиста, страх начать действовать, либо мы начинаем действовать как-то криво, получается не так, это не тот результат. Чуточку в ноябре буквально уже откатится Марс от этой оппозиции, Марс перейдет в знак Стрельца, и уже будет другой совершенно вектор активный, но при всем при этом новый лунный цикл с 23 октября, он такой будет прям мощный, быстрый, резкий. Нам будет казаться, что все начинает ускоряться еще сильнее. Ведь это реально действие Урана, да? События начинают складываться не так, как нам нравится. Результат где-то будет непредсказуем. Поэтому будьте спокойны, сохраняйте самообладание, насколько это возможно, потому что мы правда с этим справимся, да? Здесь будьте аккуратны за рулем, связи, контакты могут тоже теряться, поэтому здесь могут быть потерянные контакты. Тоже смотрите философски на эту ситуацию и найдите себе какие-нибудь отступные пути для общения альтернативного, понимаете, да, для того, чтобы не потерять близких вам людей. И да, ребят, по-прежнему знание языков, иностранных языков будет только в плюс, повышение своего социального статуса, не уходим в жертву, только включаем вот такое философское восприятие, да, и идем вперед, не останавливаемся, потому что здесь вот все это добро держит благоприятный, суперблагоприятный Юпитер, суперблагоприятный Сатурн, Нептун, Плутон и даже Уран. Понимаете, я о чем говорю? То есть Уран находится в благоприятных аспектах с высшими планетами. Да, он заставляет нас вот так вот креативить, как-то нестандартно решать задачи, которые будут у нас. Но, ребята, просто не останавливайтесь, не выходите из вот этой накатанной колеи, я бы так сказала. И да, у нас мы идем дальше. К ноябрю, как я и говорила, у нас в начале ноября уже распадается вот это
оппозиция это остается, да, остается Урана с Меркурием, с Марсом еще, она быстро очень пройдет, потому что Марс быстро пойдет, да. И вот смотрите, останется у нас по итогу с начала ноября, то есть весь ноябрь плюс-минус будут держаться вот эти оппозиции. В декабре будет финальный аспект, и останется только Уран в оппозиции с Лилит. То есть наши максимальные страхи, которые мы в них, если, как говорится, с октября так ничего и не попробовали, каждая декада дев в своей сфере, да, то, как говорится, никуда и не придем, то есть останутся только страхи, переживания. А что, если бы сделала, получилось бы, не получилось? Я, конечно, всегда за то, чтобы делать больше. Если у нас есть возможности, нужно за них держаться, особенно если вы прекрасно-таки понимаете, что вы компетентный человек, вы понимаете, что вы хотите жить ту жизнь, которую вы хотите. И идем дальше. Следующее событие у нас на небе – это на полнолуние. Полнолуние у нас 5 ноября, полнолуние у нас в Тельце. Что у нас в это полнолуние будет для нас такое, знаете, важное? Очень сильно прочувствуют это полнолуние девы второй декады. И здесь можно даже таки, знаете, дорогие, уйти в агрессию. Не агрессируйте, не делайте каких-то странных, непонятных движений. К слову, первая неделя ноября будет в точной оппозиции Марса с Ураном. Обычно аспект Марса с Ураном напряженный – это когда мы творим реально нестандартные вещи. Реально они могут казаться близким нам людям неадекватными. Точно так же, как мы считываем других людей как неадекватными. Поэтому здесь будьте аккуратны, еще раз говорю, за рулем, будьте аккуратны с проводкой в том числе, занимайтесь своими компетенциями, старайтесь быть традиционны более, и если вы хотите где-то себя как-то показать с точки зрения знаний, да, достижения целей, да, но тоже будьте аккуратны, потому что все-таки Марс уже в Стрельце, а Уран в оппозиции – это во-первых, цель должна быть такая большая, да, сложная, тяжелая, можно сказать так, неподъемная, да, потому что здесь еще и Марс в благоприятном аспекте просто с Плутоном, то есть здесь должна быть сильная, мощная такая цель. На кого повлияет вот эта большая вся мощная история? Ну, конечно же, на Дев третий, первой декады тоже, да, то есть у Дев первой декады через раздражение вот этого Марса, Урана, да, когда ситуации будут заставлять вас выходить из стабильности. Девы третьей декады, будьте аккуратны в своих взглядах. Берите цель больше, мощную. Здесь и построение бизнеса, здесь и общение с мощными, интересными людьми. И в любовных отношениях, да, девы первой декады, будьте таки очень, девы первой и второй декады, будьте очень аккуратны. Здесь такое большое мощное желание нагрубить, уйти в закат, начать выяснять отношения. Не надо так делать. Прямо-таки скажем, вы сохраните свою вторую половинку, потому что они и так с нами живут, и на самом-то деле пытаются из наших вот таких ситуаций как-то тоже с нами, да, выжить. Поэтому здесь, где вы первой и второй декады, любите вторых половинок. Но при этом, если вы чувствуете, что у вас ссоры и скандалы на почве неопределенности вашего семейного благосостояния, поговорите со своей второй половинкой, потому что очень хороший момент как раз-таки об этом поговорить, выяснить, чего же вы хотите, чего же хочет вас партнер, как вы хотите жить, уровень комфорта, недвижимость, которую вы хотите владеть, все что угодно, там, в отпуск ездить вместе, постоянно отдыхать, или вообще вы устали жить вот так, как вы живете, вы хотите большего. И это абсолютно такая нормальная история, понимаете, девы первой и второй декады. У дев третьей декады все решается гораздо такими более земными, приземленными вещами. Это приобретением недвижимости. Дорогие, здесь ничего вам не могу сказать, потому что пока Сатурн находится в третьей декаде рыб, это приобретение недвижимости. Либо же ее продажа и покупка новой. То есть там до февраля у вас такое большое окно для закрытия финансовых долгов, если вы еще на этом уровне. Вообще, это финальная петля Сатурна.
по рыбам, ну и, естественно, оппозиция к девам, да. То есть это финальное, больше не вернется в ближайшие 30 лет Сатурн в это положение Девы третьей декады. Поэтому здесь такой у вас на 3 месяца большой жирный план, да. Ну и идем, развиваемся в этом направлении. Очень мощные цели должны быть у вас с Девы третьей декады, никак не отступать. Построение бизнеса сюда же. Ну и если не будете реализовываться вот в этом, тогда хочу сказать вам, что зима и весна 2026 года для дев третьей декады будет такая, знаете, конфронтационная, когда хочется-то прям злиться, говорить себе, что почему вот все вот получалось же, и возможности, и предложения были, но побоялся, смолодушничал, не пошел туда, куда надо. Не бойтесь, ребят, давайте, уже самое время двигаться вперед. И да, с этого полнолуния у нас таки запускаются совершенно такие как обычно, у нас к новолунию подтягиваются аспекты, либо после полнолуния начинают они все работать. У нас с 7 ноября Венера в квадратуре с Плутоном, уже говорила, да, на кого активно влияет, надев второй декады в том числе, надев первой декады тоже. Идем дальше, ребят. 8 ноября у нас Уран в ретроградном движении уходит из Близнецов, возвращается в Тельца третьей декады, при этом он в оппозиции с Марсом, с Меркурием, который 9 ноября станет ретроградным, при этом Уран в оппозиции с Лилит. И эта история вот сейчас начинает таки очень четко работать с девами третьей декады. То есть опять вот это быстрое ускорение от Урана девам третьей декады, и оно будет с 8 ноября по 26 апреля 2026 года, дорогие девы третьей декады. Поэтому здесь у вас скорость, быстрота от Урана, резкая смена планов, но при всем при этом вас обстоятельства будут, ну, форсировать ваши события. Поэтому здесь не отступайте назад, только вперед. Вот такая история. Все желания промедления, сидеть и не решать, и не решаться, будут все равно заканчиваться вот таким нервозностью. То есть вот эта вся история очень хорошо работает, когда мы всю свою нервозность направляем в действие, тогда уходит паника, и мы понимаем, что мы плюс-минус идем к нашему результату. Да, дорожка может быть витиеватой, но кто сказал, что это плохо? И идем дальше. 9 ноября у нас включается ретроградный Меркурий. С 9 по 29 ноября 2025 года. Он начинает свое движение ретроградное в знаке Стрельца, оказывает напряженную историю девам первой декады. Я знаю, вы мне сейчас скажете: Женя, ну вообще сколько можно уже, да, сколько вообще уже можно всего вот этого, да? Дорогие, нужно приложить больше сил в коммуникации, плюс не уходить в агрессию, потому что ретроградный Меркурий находится в соединении с Марсом. Все в действии, не в агрессию. И это добро, конечно же, в оппозиции с Ураном. Креативные действия, свой подход, странный, неординарный, необычный, отличающийся от мнения большинства, но это та история, которая может выстрелить, понимаете, я о чем говорю. И да, ретроградный Меркурий у нас до 19 ноября находится в знаке Стрельца и потом переходит в третью декаду Скорпиона и будет опять влиять на дев третьей декады. Поэтому, дорогие, у вас та же самая история со сменой планов, но уже такая в более позитивном ключе, то есть все истории со страхами, то есть если вы будете идти в коммуникацию, если вы будете договариваться, если будете осваивать новые знания. Кстати, очень хорошая история с приобретением, покупкой автомобиля, сдавать экзамены на вождение тоже, экзамены странные, сложные технические знания. Тоже прекрасная история. Языковые. До 19 ноября хорошая история, языковые знания международные, да. С 19 ноября по конец месяца вот ретроградности Меркурия хорошая история для освоения руля, водительская, вот эта история покупки, приобретения автомобиля,
потому что у меня на каких-то гороскопах прям несколько таких вопросов было. Вот, где вам третьей декады очень-очень хорошо стыкуется эта история. Где у второй декады скажете, что у вас? Ребята, у вас максимальное проявление себя. У вас как раз-таки вот на период ретроградного Меркурия у вас Солнце в потрясающих аспектах кармическим узлам. Здесь, конечно же, ребят, вопросы вашего самоопределения. Кто вы? Что вы хотите от своей жизни? Конечно, здесь очень классная, удобная история знать описание своей натальной карты. Это очень важная история, если вы когда-то были у астролога. Это тоже хорошо. Плюс-минус все астрологи одинаково говорят, естественно, просто свой подход интерпретации. Да? То есть если вы знаете свои качества, навыки, таланты, у вас есть стремление в подростковом возрасте, вы чего-то хотели, вот сейчас вспоминайте, чего вы хотели в подростковом возрасте, потом в возрасте 20 лет, куда душа стремилась, что хотела сделать. То есть это те моменты, когда нам наше окружение, как правило, говорит, это нереально, это не получится. Но мы вот сейчас оказались в этом мире, когда, в принципе, многое реально, да, и многое можно внедрить, но наши страхи и паника заставляют нас сидеть на скамейке запасных, ждать, выжидать, бояться, а вдруг не получится, а вдруг осудят. И вот эта вот вся история неприятная. И вот эта история, а вдруг не получится, а вдруг осудят, будет работать у дев второй декады очень сильно зимой 2026 года. Но, ребят, а вдруг не осудят? Вы не подумали? Потому что там будет благоприятный аспект с Юпитера, от Юпитера, который по ракам второй декады идет. А вдруг получится, а вдруг не осудят, а вдруг будет все, как вы себе представляли и хотели. Но вы почему-то столько лет своей жизни потратили на сомнения. Понимаете, на сомнение завести семью, достичь той самой должности, положения, жить в том самом месте, в котором вы хотите, быть тем самым человеком, которым вы всегда хотели. А вдруг получится? Понимаете? Особенно если вы находитесь в возрасте вот как раз-таки разворота кармических узлов, это 37, 38, 39, послевкусие от возвращения кармических узлов, да. Если вы в возрасте 40 лет, когда там квадратура Плутона, 41 это квадратура Нептуна, которая дает абсолютное разочарование от жизни, когда мы что-то, если не делаем, то есть если мы не делаем то, что нам хотелось бы делать, да, то мы испытываем разочарование. Получается, что мы ежедневно разочарованный человек. Так вот, а в 43, в 44 там оппозиция Урана, которая говорит, что все, я хочу, я уже не могу сидеть, я не могу уже делать вот эти скучные, необычные действия. Я вообще, да, для другого строился, я для другого пришел в этот мир, и это абсолютно нормально, понимаете, дорогие девы второй декады, но здесь нужно отказаться от страхов. Страхов, волнений, непереживаний, что не получится, и как раз-таки начать жить и действовать, дорогие. Идем дальше. И да, у нас вот такой интересный лунный цикл. Следующие события, которые у нас будут в ноябре, это 11 ноября у нас уходит в ретроградное движение Юпитер, про который я говорила. И он у нас будет несколько месяцев ретроградный. Традиционно он в феврале заканчивает свое ретроградное движение и ускоряется дальше. То есть он будет проходить третью и вторую декаду раков, и значит делать аспект, где вам второй и третьей декады. Поэтому здесь, дорогие мои, ловите вот эти, ну, вот этот вайб от Юпитера, вот эту эмоцию, вот это желание идти вперед, развиваться, когда вдохновение идет, да, и это очень хорошо. Идем дальше. У нас по силе, по интенсивности следующее событие ноября очень мощное. Очень мощное. Это новолуние. Это начинается новый лунный цикл, финальный и самый сложный этой осенью. На этих эмоциях послевкусия этого месяца мы будем завершать календарный 2025 года. У кого-то будет разочарование, у кого-то будет, наоборот, такой подъем, ощущение движения вперед. Плюс-минус эмоции этого декабря, аспекты, сколько я открывала транзитных карт, вспомните, что у вас происходило в этом году в конце августа, вторая половина августа и начало сентября. Вот это состояние плюс-минус из-за цикличности планет, да, из-за их циклов, плюс-минус такие же аспекты будут в конце декабря. То есть понимаете, да, сейчас с чем мы будем иметь дело?
То есть это все те же наши незакрытые вопросики, просто уже нужно решаться, доделывать их и закрывать. И тогда будет хорошо, понимаете, о чем я говорю? И да, 20 ноября начинается новый лунный цикл, он в Скорпионе. То есть месяц рвать и метать. Знак Скорпиона – это про большие деньги, знак Скорпиона – это про быстрые, резкие, ловкие ситуации, связанные с деньгами, потому что здесь Луна, ретроградный Меркурий, Солнце, Лилит, все это добро находится в соединении и в оппозиции с ретроградным Ураном. То есть события будут происходить резко. То есть знак Скорпиона, в котором все это добро, это большие деньги, это банковская сфера, это страховки, это сложные знания, перенесенные в бизнес. Поэтому если вы с этим работаете, работайте. Но имейте несколько вариантов действий. И я вот о чем. Если вы собрались делать большие сделки на приобретение, покупку недвижимости, самое то, потому что все это добро и Уран находятся в потрясающих аспектах с Плутоном, с Сатурном, Нептуном и с Юпитером, естественно. То есть все планеты социальные и выше, они в благоприятных аспектах, но держат вот это напряжение. То есть нас обстоятельства будут напрягать для того, чтобы мы действовали. Девы третьей декады уже закончили со своими страхами разбираться, купили себе недвижимость, то, что вы хотите, жизнь по карману, построили, закрыли 100% все свои долги и вышли в плюс. Да? То есть весь этот лунный цикл как раз-таки про это. Девы второй декады, здесь вопросики в отношениях, любви, романтики, в том числе и денег, потому что Венера находится в знаке Скорпиона и делает потрясающие гармоничные аспекты к девам второй декады. Поэтому здесь пересмотрите свои отношения, пересмотрите свои финансы и поймите, что вам нужно больше и в отношениях, и в финансах. То есть здесь у вас включится такой максималист, я хочу лучшую жизнь для себя, и это правильно в этом моменте времени. Но здесь нужно красиво и тактично договариваться. Вообще, в принципе, вся осень нас учит договариваться. Договариваться красиво, даже когда нам не хочется, даже когда нам хочется уйти в закат, особенно в период ретроградного Меркурия, когда он находится в оппозиции с Ураном. Это аспект, когда нам реально откровенно, если честно, весь конец октября и весь ноябрь захочется просто с людьми не общаться, вот их отправить куда-то подальше. То есть вот до такого возможно доходить будет состояние, но мы каждый можем с этим справиться. То есть здесь нужно таки понимать, что ссоры, скандалы приведут только к разрыву отношений. Понимаете, о чем говорю? И если вы хотите с кем-то поругаться в этот период времени, получится очень хорошо поругаться, но выяснение отношений тоже будут долгими. Понимаете, о чем я говорю? И если вы, это будут судебные, процессуальные вопросы, они тоже будут яркие, они тоже будут вспыхнут вот так, как спичка. И не скажу, что результат будет такой, какой хочется, понимаете, потому что там оппозиция Урана. Когда идет оппозиция Урана, результат не всегда такой, какой мы хотим, чтобы он был. Понимаете, я о чем? И идем дальше. У нас конец ноября. Кажется, не сказала про дев первой декады, да, как сложится это новолуние и новый лунный цикл. Для дев первой декады новый лунный цикл, который будет, он, знаете, когда, ребят, начнет очень хорошо, кстати, у вас работать, когда вот это добро переключится как раз-таки в знак Стрельца. Но там тоже аспекты напряженные. То есть здесь постараться не уходить в негатив, постараться построить себе цель и план в жизни, потому что Уран вот уже ушел, нет этого аспекта, да, который резкий, быстрый. Но при всем при этом Лилит, которая перейдет в знак Стрельца и будет делать квадратуру к девам первой декады, это будет 20 декабря. И уже, понимаете, она уже близко подтягивается к Стрельцу и уже начинает такое, знаете, как будто такое предчувствие, что что-то не то, как будто вот мы наоборот хотели ускориться, но мы тормозим, как будто бы нас не понимают. То есть здесь бездействие или какие-то вот такие напыщенные действия, они будут только мешать. Здесь продуктивность, реально оценивайте свои желания, да, оценивайте свои силы, и это будет очень даже хорошо. Бездействовать
так себе тактика, понимаете? Здесь очень хорошо будет коммуницировать, договариваться, даже если будет казаться, что все как-то идет, останавливается, не идет так, как надо. Ребята, и это пройдет, и декабрь будет, ну, совершенно уже на другой волне. Декабрь будет такой, я бы сказала, очень активный для дев первой декады, но не все любят такую активность, понимаете? Кто-то любит, наоборот, расслабленность и считает это напряженная активность, но, тем не менее, это смена обстоятельств. Идем дальше. У нас в конце ноября распадается оппозиция Юпитера с Плутоном, которая держала вот эту всю историю в том числе, да. У нас 28 ноября заканчивает ретроградное движение Сатурн, но при этом он все еще в аспектах таких благоприятных, находится и к Юпитеру, и к Лилит, и еще Венера подкатилась к Лилит, поэтому, дорогие девы, и первой, и второй, и третьей декады в любовных отношениях будут такие вопросики глубинные. Не рубите с плеча, не выходите резко из отношений, потому что Венера в соединении с Лилит в оппозиции с Ураном. Это аспект, который будет влиять на нас, на наших вторых половинок. Когда нам захочется все бросить и сказать: да ты меня не понимаешь, я хочу уйти в закат. Просто здесь нужно общаться, коммуницировать, договариваться. Да? Не только свое говорить про свое, а еще и близкого человека послушать, и тогда получится все очень хорошо. 29 ноября заканчивает свое ретроградное движение Меркурий, и мы его за это очень сильно благодарим. И идем в следующий месяц, у нас декабрь. 4 декабря у нас полнолуние в Близнецах. На кого сложится очень хорошо, да? Ну, повлияет очень сильно на дев второй декады. Ребят, здесь постарайтесь не уходить в агрессию, потому что следом после полнолуния Луна будет в оппозиции с Марсом, влиять будет очень сильно на дев второй декады и третьей декады. Не агрессируем, продуктивно идем вперед, следуем своим планам, целям, идем к своим результатам, да, через преодоление страхов, через где-то разрушившиеся отношения, пытаемся строить новые, и это нормально. То есть если в бизнесе произошло разрушение связей, то налаживаем, не сдаемся. Все-таки после такого сильного, мощного ретроградного Меркурия нам нужен внутренний такой резерв и понимание, что это нормально. Хотя нам будет реально казаться, что это какая-то откровенная дичь. Понимаете, о чем я говорю, да? И да, девы первой декады, ребят, хочу сказать, что у вас здесь история построения любовных отношений, потому что Венера уже в Стрельце в первой декады, но будет такая нотка послевкусия оппозиции Венеры с Ураном, когда вот хотелось расстаться и захочется еще выяснить отношения, и будет вот такая история, как будто мы вообще на разных берегах, друг друга никто не понимает, мы друг друга не слышим, как будто мы вообще люди с разных миров, но эту историю просто-таки нужно в голове своей понять, поговорить. Опять же, договариваться — основная история этой осени. Идем дальше. И у нас следующее событие. 11 декабря заканчивает ретроградное движение Нептун. Он разворачивается в последней декаде, в последних градусах рыб. Но при всем при этом, ребят, вот с полнолуния и до 11 декабря у нас Марс в третьей декаде Стрельца складывается в точные квадратуры с Сатурном и Нептуном. На кого будет влиять эта история? На кого? На всех дев. Именно. Вот здесь начинается такой финальный отсчет. Да, можно было мне, конечно, бы вот прям вот так вот подвести итог и сказать, что вот еще у нас начинается новый лунный цикл 21 декабря, собственно, да, сейчас про это скажу. 20 декабря Лилит перешла в знак Стрельца, 21 декабря у нас новый лунный цикл в Стрельце. То есть планы, там 20-21, все зависит от того, в каком полушарии вы живете. И это все добро в Стрельце. И все это добро
которая вот уже с полнолуния, с 4 декабря начинает прям работать, да, подтягиваться. То есть там в Стрельце Венера, Солнце, Луна, но Марс уже в Козероге. Понимаете, Марс уже в Козероге, и все вот это в квадратурах к Сатурну и Нептуну. Вся эта история очень сильно влияет на Дев первой и третьей декады. Причем очень сильно и остро будут стоять вопросы стабильного заработка, заключения сделок, вложения своих средств, очень сильных, таких мощных и основательных. Кто-то захочет получить ту самую должность, которую шел, кто-то захочет те самые средства направить в нужное русло, и это все хорошо, ребят. То есть весь декабрь, где вы и первой, и третьей декады вы будете работать. То есть этот месяц для того, чтобы в вашей жизни получился тот самый фундамент. У дев первой декады, конечно же, по большей части здесь на закрытии финансовых нестабильностей, долгов. Но и все-таки, если вы эту историю быстро проходите, вы делаете там свою работу над ошибками в своей голове, вы понимаете, что да, в принципе, с этим уже нужно распрощаться, и вы берете планку еще больше, тогда здесь уже другая новая ступень, понимаете, о чем я говорю. Но не все же себя так ведут. Кто-то до последнего упирается, говорит, я не хочу, нет, 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 мне страшно. А кто-то начинает сразу действовать. Солнце, как говорится, не светит всем одинаково, и это тоже, ребят, нужно обязательно учитывать. Да? Здесь нет ни хороших и плохих. Мы все здесь с разным набором наших качеств, с разным стремлением, уровнем образования. В разное время мы родились, мы разное поколение, у нас разные взгляды, нас воспитывали разные люди. Понимаете, я о чем говорю? У нас у всех разные натальные карты. Поэтому, если у вас свой собственный вопрос, пишите в комментариях свою дату, время и место рождения, и я отвечу, ребят, посмотрю именно в вашу натальную транзитную карту. Но в целом у дев и первой, и третьей декады большие, мощные вопросы, конечно же, построение финансовой устойчивой стабильности в своей жизни. Девы второй декады. Здесь, конечно же, кармические узлы заканчивают движение. В январе они вообще уже перейдут к первой декаде дев. Но здесь Меркурий стоит в квадратурах к кармическим узлам, а значит, у вас будут такие сложные вопросики в коммуникации. Захочется поругаться, под конец 2025 года последнюю неделю провести абсолютно деструктивно, захочется выяснять отношения, но при всем при этом, если вы будете третью неделю декабря договариваться, если вы будете не рвать, не бросать связи, не одевать себе там какую-то корону на голову беспричинно, да, то есть если гордыни не будете позволять разрушать вашу жизнь, то получится очень хорошо. Хорошее время для обретения новых знаний, девы первой декады, какую-то поездку организовать важную в том числе, да, то есть здесь для своего будущего, для расширения своего кругозора очень хорошее время для третьей и четвертой недели декабря. Ну и да, дорогие мои девы, мы заканчиваем 2025 год, в принципе, уже на гармоничных аспектах, но ваш управитель Меркурий будет в точной квадратуре с Сатурном и Нептуном. И если у вас не получится, это сейчас я всем девам говорю, да, все то, что вы планировали, все то, что вы планировали этой осенью, то пишите важные письма нужным людям, пишите себе важные цели, подводите честные итоги года. И я не скажу, что начало 2026 года для вас будет плохим. Нет, оно будет для вас хорошим, благоприятным, потрясающим. Если же вы 2025 закончите с приземленными целями и планами. Потому что мы сейчас живем в мире, когда очень сильно популяризирована легкость, когда не нужно трудиться, когда оно все само должно прийти. Нам стоит только себе карты желаний, виш-листы нарисовать, представить, ассоциировать. Дорогие мои, вот эта иллюзорная история будет очень сильно сбивать фокус, потому что Меркурий ваш управитель, он будет находиться на конец 2025 года в Стрельце, когда нам хочется верить в какую-то красивую такую картинку быстрой легкости, но при этом квадратуры к Сатурну и Нептуну. Убирайте иллюзии, добавляйте здравый смысл, потому что по здравому смыслу цели все-таки достичь получится, да, беря новую должность, ответственность и понимая, что это то самое, куда вы идете, получится сделать очень хорошо.
Нептун, как правило, дает нам разочарование, депрессивные состояния и чрезмерный романтизм. Поэтому здесь, если вам хочется романтизма, устройте себе потрясающие романтичные каникулы, но при этом таки понимайте, да, для чего вот это вот все. Будьте, благоразумны, будьте ответственны в своих действиях, которые вы делаете, да. И, конечно же, коммуникация — это ваше все. И конец 2025, начало 2026 — это про вас. Конечно же, в январе уже распадаются вот эти напряженные аспекты, и Меркурий становится совершенно гармоничным. Поэтому, опять же, вам говорю, дорогие, приземленные цели, потому что гармоничный Меркурий будет в знаке Козерог. Понимаете, о чем я говорю? А это Земля. То есть твердо стойте на Земле и идите вперед. Не бойтесь, у вас все получится. И Девы, и первой, и второй, и третьей декады. Я в вас верю. Но вот эта финальная петля этих планет, которая заставляет нас, конечно же, напрячься, но это только для того, чтобы мы ускорились и уже наконец-таки перепрыгнули вот это и встали на другой свой новый уровень. Ребят, спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Я отвечу на ваши комментарии в режиме свободного времени. По классике в конце актуальный ролик, если вы их еще не смотрели. Посмотрите, примите верное решение. А я желаю вам потрясающей осени. Увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока.